Привет, Приветики, привет. Все купил? Привет, все купил. Молодец. Злостный папарацци в машине. Ну, а я совсем не причесал. У меня дикий культурный шок, мне действительно очень волнительно, потому что я все еще никак... Я до сих пор никак не могу привыкнуть к тому, что вот садишься в Питере, вот, и летишь 6 часов на юг. Попадаешь абсолютно в другую культуру, другой язык, все другое, машины пипикают, все вообще, климат не тот, погода, все не то. Вот и Сева Москвин посетил нашу солнечную Хургаду и подарил нам незабываемый юмористический вечер. Ну а сейчас у нас короткое интервью. Сева, вот как вы поняли, что вы хотите заниматься музыкальным юмором? Ой, ну это вообще очень интересно, потому что я вообще музыку люблю с детства, юмор люблю тоже с детства, а музыкальный юмор всегда хотел им заниматься. Я сочинял какие-то... А я учился в очень серьезной такой классической школе, в хоровом училище, где вообще юмор был почти что под запретом. Там нужно было все серьезно играть. И я тайком дома занимался какой-то ужасной ересью, сочинял какие-то кошмарные песни, и в результате пришлось училище покинуть. Ну, не из-за этого, конечно. Вот. И, в общем, и как-то, ну, вот как-то я с детства любил всякие тупые песни, смешные всякие мелодии и так далее. И вот за столько лет не изменил себе, и теперь я официально исполнитель тупых песен. А вы помните первое ваше выступление? Как вот все прошло? Первое выступление на сцене? Да. Помню, это было в детском саду. И это была роль старухи Шапокляк. Я обожал этого персонажа в детстве. Не знаю почему. Вот кто-то себя там с Чебурашкой, со своей Геной, я обожал эту старуху Шапокляк. И я там они ставили по Крокодиле Гене спектакль, и я выпросил себе эту роль. У меня прямо одели, я, можно сказать, первый трансвестит на советском пространстве. У меня прямо была вот эта шляпа с вуалью, у меня была эта белая рубашка, юбка, и даже у меня была сумка, где была игрушечная крыса. И никто об этом не знал. Мне бабушка, по-моему, ее связала. И я так что-то пою, это кто людям помогает, кто тратит время зря. Ха-ха. Ну, я на нее до сих пор похож, как вы видите. Вот. И я прямо так доставал эту крысу, и так девочка так... Там все вот так лежали. После этого, как только я напугал зрителей, я понял, что я хочу этим заниматься дальше. И не прогадал. Как на это отреагировали ваши родители? Так они все знали. Я им сразу сообщил. Нет, так конечно, мне же бабушка делала, собственно, эту шляпу с вуалью, мне все это, как бы, да, конечно. Все, нет, это от них я ничего не утаивал. От них я утаивал другие вещи, но это об этом через год. А как рождаются ваши шутки? Вообще, вот как говорил недавно умерший Дэвид Линч, американский кинорежиссер, которому мы посвятили песню, вышел клип у группы Гломбы, Дэвид Линч называется, обязательно посмотрите. Он сказал, что идеи как рыбки, они сами к тебе приплывают, и твоя задача просто их выудить и выудить правильную, выудить вкусную, вот. Поэтому откуда-то что берется, что-то из жизни, что-то из, может быть, простого либо музыкального сочетания, либо какой-то просто фразы, вот. И вот как-то так вот бывает. Бывает, ты сидишь там, да, неделю, что-то выдумываешь, придумываешь, и ничего, а бывает, хоп, и за 2 часа все сочинил. Вот, ну, это никак, рецепта нет. Ну, по крайней мере, у меня, может, у кого-то и есть. А вот ты больше импровизируешь или все-таки четко по сценарию? Годы на сцене научили меня, что одному быть готовым, что все может пойти по одному месту. Мы все-таки из Петербурга, да, интеллигентные. Вот, поэтому нужно быть всегда готовым, чтобы, если что-то отключится, отрубится, кто-то в зале будет недоволен, быть готовым импровизировать. И никогда не находиться в своем вот этом артистическом коконе. Выступил и ушел. Нужно быть готовым к тому, что придется выходить из ситуации. Помогает. А бывали ли ситуации, когда шутка заходила не так, как ожидали? Конечно. Вот я выступал в городе Орел как-то один раз давно еще, в 10-х годах. И там, Вик, так неудобно очень. Надо слушать. Конечно, кому я это говорю-то? В общем, в городе Орел я выступал, и там передо мной, еще в 10-х годах, и там передо мной выступали стендаперы, которые... А там местная публика довольно суровая, то есть там такие чуваки. Вот. И, кстати, уже, по-моему, солнца нет. Да. Здравствуйте. Эй, кто меня видит первый раз.
И там передо мной выступали стендаперы, какую-то жесть показывали ужасную, с матом, с мертвыми старухами, с сексом с детьми, вот это вот все. Ну, какие-то шутки были очень жесткие. И люди, ха-ха-ха. Я думаю, ну ладно. А я последний, по-моему, был, или предпоследний, почему где-то в конце я был. Выхожу и думаю, ну, раз они на мат так реагируют, но они не будут же на меня. А у меня песни безобидные в основном. И, значит, начал я с песни, которой я всегда начинаю выступление, тогда начинал. Там это «Утконос, объясните, нафиг нужен утконос, не покормишь, не погладишь, утконос, какой лох в красную книгу его внес». Ну, типа песня про самое бесполезное животное, утконос. В зале гробовая тишина, и мужик такой с первого стола. А вот это было обидно. Почему его, у него отец утконос воевал, я не понял ничего, в австралийских войнах против ехидн. Почему его оскорбила песня про утконоса, я не понял. Но, в общем, я в тот момент понял, что разные зрители, разный город, разные зрители, разные страны, и нужно, и никогда не угадаешь. Вот, и поэтому тут как Бог на душу положит. Спасибо. Это мой самый первый номер был, да. Сева, а как вот вы справляетесь с тяжелой аудиторией? Закрывают выходы, пускают газ. Кто выживает, возвращает деньги. Шикарно. Да нет, на самом деле, бывает. Я очень тушуюсь, я всегда как-то привык, что, в принципе, людям либо нравится, либо они такие, ну ладно. Но так вот с хейтом таким, вот как стендап-комики сталкиваются. Вот моему другу одному сломали челюсть вообще во время выступления. Вот так. Обиделся на религиозную шутку человек. Что-то сказал со сцены, вышел, прям дал честь, прям сломал, прям надолго. Вот. Поэтому до такого, конечно, не доходило. У меня такой юмор, в принципе, такой не обидный. Он даже так особо и без мата. Вот. Ну, бывает, да, тяжеловато, когда выходишь, говоришь, вот я занимаюсь музыкальной импровизацией, там, одну песню пою в стиле другой песни, голос из зала, то так и я могу, вот так вот. Вот. А я научился немножко так это превращать все в шутку. Нужно отводить все в шутку, тогда легче гораздо. Вот. Это касается и реальной жизни тоже. Совет. Как вот ты считаешь, смех лечит или просто отвлекает? Как это по-английски говорят? Laughter is the very best medicine. Наверное, лечит, я думаю, конечно. Ты же можешь с помощью смеха и со своими проблемами как-то справиться. У тебя какие-то комплексы, страхи. И, собственно, до сих пор же бытует мнение, что стендап — это лучшая психотерапия. Почему люди, очень многие идут на стендап-курсы? Потому что ты можешь проговорить, превратить свою проблему в шутку, над ней посмеяться, и уже тебе легче. Поэтому... Ну и смех опять же бывает разный. Какой-то лечит, какой-то отвлекает, какой-то срывает тебе связки, какой-то от какого-то лопается сосуд, и ты умираешь. По-разному. Получается, ты больше комик или психолог с микрофоном? Ну нет, я вообще не психолог, никогда в жизни не буду никому. Я с собой-то разобраться не могу. Нет, я никого не поучаю, ничего. У меня задача развеселить людей изначально. Вот моя задача максимум. Иногда зачастую получается. А вот бывают у тебя моменты грусти, тоски? Это обычно свойственно умным, глубоким людям. Да. Ну это способность именно комедийных артистов почему-то. Ну, оно и понятно, оно чисто технически. В конце концов, это же становится твоей работой, да? И кому хочется все время на работе быть, правильно? Поэтому, вот, это, во-первых. Во-вторых, элементарно берегут силы свои, тоже все понятно. Люди думают, а вот он в жизни не такой, он в жизни там какой-то сухарь, он в жизни такой противный. Нет, просто человек себя бережет. Тоже вот люди очень эгоистичны, конечно. Они хотят, чтобы человек все время веселел, все время было то самое. Вот, к сожалению, к сожалению, погиб актер Робин Уильямс, роскошный актер. Вот, посмотреть любое его интервью, вот он всегда был включен, вот он всегда, вот включалась камера, все, у него в мозгу было, что он должен все время веселить. Ну и погорел, конечно, на этом, потому что невозможно же все время в этом образе быть. Вот, поэтому так надо. Но это с одной стороны. С другой стороны, не надо, конечно, совсем наглеть, там, борзеть и говорить, что я такой вот, я там-то, там-то. Это очень тупо смотрится, особенно для артиста характерного жанра, юмористического. Поэтому нужно искать золотую середину,
Но я вот не считаю, мне вот для кого-то я грустный, вот мне мои друзья здешние хургадские говорят, ты что-то, говорит, грустно. Я вообще не грустный, просто что-то там думаю, могу к морю, люблю очень к морю ходить, один постоять, что-то там повтыкать. Но это не грусть, просто для кого-то это грусть, а для меня это такое втыкание, ну, не знаю как, ретрит. Вот, так что вот так. Вам понравилось? Слушаю. Всеволод не может больше отвечать. Был ли такой случай, когда кто-то обиделся на твою шутку? И как ты отреагировал? Обижался ли кто-то бы на мою... Ну, вот я уже привел пример. А как реагировать? Тут я работал 10 лет на Comedy Radio, и нам там, конечно, очень много писало. Тогда были СМС-порталы. И очень много писало людей, что вы себе позволяете? Как это жестко, да? И мы очень переживали, и нам там прилетало, и оскорбляли, и все. А потом, когда на Comedy Radio начался стендап, вот монологи начали стендапские, там вообще такое полилось. Все начали обижаться, все оскорбляться. И наш директор говорит, ну слушайте, ну давайте, ну у нас вот этот на это обидится, этот на это обидится, этот на эти, будет страна обижена, будет такая целая страна обиженных. И что, ну закрываемся тогда, потому что, ну как бы, ну, прицепиться можно к чему угодно, поэтому тут не знаю как. Ну, ты все равно своей шуткой кого-то обидишь, так что с этим надо просто смириться. Вопрос есть. Какая у вас самая большая тайна? Сейчас я вам расскажу такой вопрос. Какая тайна? Сейчас расскажу. Тайна, на то и тайна, дорогая Виктория. Ну, поделиться кусочком тайны. Нет, да? Я никому не скажу, что Медуза пела мне мюзикл. Ой! Медюзикл. Прикинь. Медюз. Вот, да. Вопрос у нас в квизе был там какая-то, блин, вот я не додумался. Там какие-то красивые названия. Физалия, морская там крапива. Это название чего? Оказалось Медуза. Да. Вопрос следующий. Вот как бы выглядел бы твой идеальный зал? С колоннами прозрачными, где плавают рыбы экзотические. Ну и люди, чтобы были. Это приятно, когда на концерт приходят люди. Хорошо. Вот теперь такой вопрос. Что бы ты сказал себе маленькому? Себе маленькому? Когда тебе 5 лет. Вот что бы ты сказал? Выбрось эти сигареты, там нет билета на лотерею, тебе наврали. Да? А не было такого, что там пачка сигарет, меня друг загрузил, что если выбросить эти сигареты, а пустые пачки, то там типа внизу, вот там где такие штуки две, там если совпадут эти штуки, что-то нарисовывают, это билет в лотерею. Вот, да. Да. И я как бомж ходил, собирался идти. А меня можно было загрузить, залечить просто как едик. Я такой, да, там все за этими гаражами самолет, Боинг стоит, я там вглядываюсь в гараж, что там. Ну, короче, у меня можно было. Вот. Да. Слушай, а вот кто такое ты... интервью. Да. Кто ты без сцены? Тихий интроверт или все еще клоун в компании? Все еще. Мне очень понравилось. Ну, такое 50 на 50. Тихий клоун в интровертной компании. Да? Так бы я сказал. Да. Не Вот... знаю, ну, по-разному да? бывает. Когда-то хочется посмешить, когда-то не хочется. Не знаю. Ну, я не знал бы, что я прям тихий интроверт. Мне кажется, нет. Мне кажется, меня... Клоун. Подожди, как там тихий интроверт или все еще клоун? Все еще клоун в вашей компании. И телефон тут. То есть без шансов. Какой-то персонаж фильма ужасов. Да. Оно. Тихий клоун. Компания не подозревала, что среди них клоун. Интроверт. Да, тут клоун-интроверт. Жара июль. Конечно, естественно. Хотите шарик? Они все летают. Все они летают. Всегда, чтобы ушел. Да. А ты знаешь, что этот актер, он так реально был. Да, типа Билл Хейдер, который во второй части снимался, играл взрослого этого подростка, который стендапер как раз. Он говорит, слушай, а как вот, он подошел к актеру и говорит, слушай, как вот это вот на компьютере же, да, сделано вот это вот, потому что у тебя так глаз. Он говорит, ты про это?
Вот у вас шутка была про железнодорожный вокзал. Это было очень смешно. Спасибо. Это вот новое, старое, но это Благодарю. Это одно из лучших. Да, что? супер прям. Ну, спасибо. Это прям вообще очень так. Ну, да, это... ну, Тут просто когда живешь в России, ты всегда слышишь это все везде, и тебе это начинает в какой-то момент бесить сильно. Почему вот так вот звучит все? И это же на мозге давит сильно, там очень громкие эти все. Ой, это да. Ты когда-нибудь использовал юмор, чтобы выкрутиться из реально жесткой ситуации? Конечно, очень много раз. В том числе ограбление. Меня не прикончили, потому что я шутил все время. Было такое. Да? Да. Я сказал, что-то там мне нашли какие-то монеты чешские, которые стоят еще дешевле, чем копейки. Что это такое? Я говорю, ребята, это чехословацкие золотые запасы. Я что-то там наплел. В общем, что-то им там наплел, они пошутили и ушли, ничего не взяли. Вот такое было даже. То есть он меня выручал даже в ситуациях, угрожающих жизни. Вот так. Слушай, а ты влюбчивый? Дальше. Когда ты первый раз влюбился? В вас, Виктория! Так нельзя подумать! Знает, как приехать. На Да. седьмой козе, извините. Хорошо, второй вопрос. Ну, кому-то пока не могу себе позволить. Так, Сева, Да-да. вы любите нежный секс или жесткий? Жесткий секс с интровертным клоуном. Предлагаю так назвать. Не-не, ну там есть плетка, ремни. Да-да. Не. Я на природе с товарищами. Гармошку. И такие все такие. А, да? Конечно. Не, я вот это вот все, это, конечно, очень забавно слушать от отца-автора, да, песни «Старый БДСМщик Терентий», но я не что-то, это когда вот мы пришли, мы снимали этот клип по бартеру, нам это секс, как называется, секс-комната, БДСМ-комната, она типа говорит, снимите у нас вот этот клип, типа, мы вам там поможем, там, везде разместим. Ну вот, мы тогда пришли, что-то хожу такой, господи, думаю, а эти там остальные участники группы, анальная пробка. Вот, а я что-то как-то не мое. Да? Так что нет. Я говорю, мне главное, чтобы... Вдохновение, Да. романтика. Да. Хорошо, а какие основные качества вам нравятся в женщине? Что вы цените? Ну, за что вы можете... Я думаю. Да. Основные качества женщины. Вчера это спрашивала. Да подожди. Не одноногая. Не. Желательно. Нет. И уже хорошо. И на природе супер. Да? Ты ему лучше предложи на выбор. А что? Хорошо, вам нравятся брюнетки или блондинки? Или рыжие? Не. Рыжие нет? Ну, типа, опять же такой вопрос, как, надо, чтобы зацепило чем-то. Ну, да. Потому что Ну, понятно. вообще всегда брюнетки больше нравятся. Брюнетки, да? То есть такие конкретные. Такие, как пика, да, такие, типа, такие роковые. Роковые, да? Да. Ага. Типа, как, да. А вы кто по гороскопу? Дева. Дева? Да. Ой, так это вы такой нудный должны быть. Так вот. Так а вы почему-то не нудный. Это еще мы только разогрелись. А, да? Да. Ты же дева, ты вы какого числа родились? 18 сентября. 18, вы девятка. 8 плюс 1. Нет, я Сева. Я девятка. Понимаешь? Это очень сильные люди, кстати. Это люди с очень высоким либидо. Что? Либидо. Ну как что? Сексуальная энергия. Да. Слушай. Я думал, либидо это рыба такая. Не, либидо, сексуальная энергия. Да? Так не обязательно сексом заниматься, можно юмор делать, творчество. Туда направлять. Вот. А ты думаешь, почему так вот у меня все получается? У меня сексуального партнера нет, я только шпилю вот видео. Бегаю по Хургаде. Или только видео, а не партнера. Я понял. Хорошо, снова вопрос серьезный. Давай. Когда ты впервые понял, что... подожди, где он? Вот. Был ли момент, когда ты хотел все бросить к чертовой матери, блядь? Вот так вот все, надоело. Я думаю, в какой-то момент у каждого человека есть такое. Ну, смотря что, все. А как ты преодолеваешь это? Не бросаю, мне лень. Мне все лень, мне лень бросать.
Поэтому, ну не знаю, нет, ну я так прям все я бросить не могу. Я очень, находясь больше 2 недель вне дома, я очень скучаю по дому. Вот есть такое слово английское homesick, я очень homesick. Я даже смотря сколько details и какие clients. Да. Но я очень homesick. Я даже в Москве типа больше там, я там месяц проторчал и с ума сошел. Поэтому вот так вот. Мне везде нравится, есть мои любимые места, но я всегда так все бросить не могу, потому что... Ну, видишь, как мы сели? Ёптель-моптель. Это шутка. Кстати, можете пользоваться. Запатентованная мною. Новая. Никто ничего не может предъявить, но мат. Это я запатентовала. Можете... Авторский, да. Мне кажется, в какой-то момент тебе гости не нужны. Ты просто сама сядь, снимай, и просто, ну там, мы все что-то тебе пихать. Не, я уже всем надоела за несколько лет, и что, они меня уже видеть не хотят больше. Не надо, Нет? no. Да я шучу, джоук! Какой джоук? Я уже приняла. Я уже поняла. Она не страшно предлагает. Да. А знаешь, почему у них у всех разная реакция? Он так испугался. Знаешь, испугался. Да. А есть такие... Не только он. Шутка, за которую тебе было стыдно. Есть такая? Но она рабочая. Да, наверное. Наверное, была. Я сейчас так не вспомню, но, конечно, было стыдно. Ну вот на радио сколько мы один раз, мы тогда не знали всех закодов и попросили там что-то, какую-то текст песни спеть на музыку гимна. А оказалось нельзя, и там на нас такое полилось, типа. Да. Да, и мы такие, нет. Ладно, простите, все, замяли, быстро замяли. Ну было, конечно. Было, да. Много раз такое. Дорогие жители Хургады, спасибо вам большое за теплый прием. И кто из вас не был на концерте, это плохо, но исправимо. Я сюда еще раз обязательно приеду и буду очень рад вас видеть. Давайте все будем плясать, танцевать, что одно и то же, но не совсем. И также петь и радоваться. Вот. До встречи. Пока, Хургада, пока! Итак, Эннио Морриконе «Однажды в Америке». Дальше черные клавиши, это больно. Спасибо, вот такой, вот этот момент. Вот. Мне сказали, это все какая-то хуйня, а есть что-нибудь еще? Ну, москвичи, понимаете, они, вот. И я придумал такой номер, называется «Старые советские фильмы». Если вы видели какие-нибудь старые советские фильмы, вы знаете, не сказки цветные, а вот прям черно-белые, прямо вот где там, короче, они все шли по Красной площади и выславляли там вождя, кто был на тот момент, вот. И, в общем, и там всегда было такая, все очень красиво, все очень такой парад, все в огнях, насколько это возможно в черно-белом фильме, но при этом был очень плохой звук, был фантастически говенно записан звук. И, в общем, это выглядело все так, очень представьте себе парад, Красная площадь, и там... И женщина... Спасибо. Вот. И еще раз, вся Хургада, весь Никитин! Поехали! Нет, ничего. Чё? Иди сюда, пожалуйста. Оба, эй, не любишь материальность? Ща получишь летную стипендию Потанина. Чё? Нет, ничего. Чё? Иди сюда, пожалуйста. Оба, эй, пацаны, погнали. Чё вы будешь? Ты красный, что